заполняю бункерные кормушки для формирования яйца, которое она сейчас несет. Что ты подсматриваешь? Давай неси яйца. Кормушка кормит моих кур. В такую жару в теплице сидеть преступление. Для того, чтобы проверить. Очень хорошая погода сегодня, поэтому индюков выпускаю. Пусть идут гуляют. Как она себя чувствует. Ну вот. Видите, глаза нет. Выбили ей глаз все-таки. Моя универсальная загородка возле теплицы готова. И поэтому все выходят на улицу. В теплице очень жарко весной. Про это никогда не забывайте. Поэтому нужно следить, регулировать температуру в теплице для птицы форточками. Особенно, когда солнечный день. И если куры живут на даче сами, то надо продумывать все наперед. И я сейчас вижу, что очень жаркие будут дни, ближайшие, до моего следующего приезда. И поэтому этих курочек сегодня переселю в их домик, там, где они живут летом. Там, где домик для шелковых кур. Температура уже позволяет им там жить. Уже им не так будет холодно, морозов не будет. Пока посидят в этом вольере, пока я занимаюсь своими делами, а потом их переселю. Потому что для такой пушистой и очень-очень теплой курочки в теплице весной очень жарко. Мои куры живут на даче сами. И я приезжаю к ним один раз в несколько дней. Сегодня хорошая погода. И так как еще я уже сбегала, посмотрела на грядке, еще только-только начинает выходить чеснок. И чтобы мне курочки не склевали чеснок и лук, потому что уже совсем скоро взойдет чеснок и лук, и уже тогда выпустить своих курочек я не смогу. Потому что они весь будущий урожай скушают. А так как на грядках лук и чеснок еще не взошел, поэтому открываю. И выпускаю на улицу. Сразу, как только приехала. Сегодня гуляем на улице и кушаем траву. Открою и этих курочек тоже выпущу на траву. Здесь нужно открыть защиту от кошки. Вот так вот. Здесь закрыто все сеткой. Вот это вот расстояние, которое от калитки до сетки, через которое пролазит кошка и забирает яйца. Петушок уже выходит на улицу, смотрите. Открываю этих курочек. Пусть идут гуляют. Но петуху Фаверолю не рекомендую выходить, потому что 2 петуха с первого вольера. И он это знает, что они ему не дадут спокойно гулять на улице. Поэтому лучше сидеть здесь. И он это прекрасно знает. Видите, он никуда не идет. Пришла посмотреть во второй вольер. Этих курочек я на улицу не выпускаю.
Пришла посмотреть, что они нанесли, пока меня не было на даче. Смотрите, пластиковое яйцо. Птица прекрасно знает, где живое яйцо, где оно не настоящее. Видите, как она отсортировала? А сидит на яйцах, на хороших. И вот точно так же, когда квочка сидит на яйцах, она прекрасно знает, какое яйцо живое, а какое яйцо цыпленка не будет. И очень часто квочки сами убирают яйца, которые пустые. А теперь посмотрим. О, класс! А ну-ка посмотрим еще вот это третье, мне интересно. О, вот это да! Смотрите, сколько! Класс! Уже яйца сами хотят в яйцесборник. Выкатываются. Вот. Сами скоро покатятся. И, кстати, это тоже неплохой метод, когда приучать к гнездам с яйцесборником. Вот так вот немножечко вот здесь убирать солому. И чтобы лапами они, когда будут садиться в гнездо, эти яйца будут постепенно сюда сами проталкиваться. И они будут приучаться нестись в гнезда с яйцесборниками. Результат неплохой. Что-то еще под этой курочкой. Давайте посмотрим. Я думаю, она не убежит. Ого! Здесь уже второй ярус. Смотрите. Первый ярус заполнили. Пошел уже вот второй заполняться ярус. Но закрыла все яйца. Смотрите, сидит. Нигде ничего не было видно. Молодец. Ну, несись. И немножко позже соберу яйца. Возьму корзинку и приду за яйцами. А сейчас делаю то, что нужно сделать самое важное. Это принести курочкам чистую свежую воду. А все остальное потом. Все успею. Сегодня все успею сделать. Вот так выглядит вода, когда я приезжаю. И сейчас это ведро нужно помыть и принести чистую воду. Это надо делать срочно. А вот так выглядят баклажки, которые я ставлю на зиму. Для того, чтобы не замерзали, не лопались ведра. И теперь уже, когда морозов не будет, эти баклажки можно убирать и выбрасывать. А ведра смело можно оставлять уже на улице. А зимой эти баклажки – это очень хорошая палочка-выручалочка. А теперь можно выбросить это на мусорку. В прошлом году я использовала эти баклажки вторично для посадки баклажанов. Проводила эксперимент. Говорят, что если посадить баклажан, срезать дно и поставить вот такую вот баклажку, то каралатский жук не доберется до баклажана. Провела такой эксперимент и разницы не заметила. Все равно баклажаны надо обрабатывать от каралатского жука. Или же собирать. Каждое утро собирать жуков. Вот так дерутся куры из двух разных вольеров. Это я показываю для тех, кто просит меня всегда переселить курочку куда-то в другой вольер. Или переселить петушка в какой-то другой вольер. Переселение кур – это огромный стресс и большие трудности. Потому что куры привыкают друг к другу. И вот такие драки будут, если переселять кур. Поэтому переселение должно происходить только по очень острой необходимости. Когда это нужно сделать очень-очень нужно.
зовет индюка. Вот так садится индюшка. И вот так зовет индюка. Ну что, буду сейчас готовить вот этот домик для шелковых курочек. Здесь, в принципе, все готово. Только загребти здесь все. Навести порядок. Навести порядок в домике. И можно их сюда переселять. Две красотульки уже несу. Уже несу в домик. И там им будет очень хорошо. Подготовила. И пусть уже начинают там обживаться. Вот так вот по двое я всегда ношу. Ну, естественно, тех, которых первых словила. Не выдирайся. Все, мы уже дошли. С новосельем в этом году. Здесь им будет хорошо. В домике будут ночевать, а на улице будут днем гулять. Белую еле словила. Бегала за ней по всей теплице. Для птицы в такую жару в теплице сидеть преступление. Они могут получить тепловой удар. Принимайте. Да, это другое дело. Теперь открываю лаз. Вот так вот он фиксируется. Вот так открывается и фиксируется лаз. И все, и пусть заходят, выходят. И, кстати, смотрите, шелковые яйца не кушают. Если помните, в прошлом видео я оставляла им 3 яйца, просто обычные 3 яйца, не этих курочек, для того, чтобы проверить, несутся они или не несутся. Если бы они скушали какое-то одно из яиц, значит, они свои яйца кушают. Если эти яйца они не съели, которые я подкладывала, значит, они просто не неслись. И теперь, естественно, я положу эти яйца сюда. Ой, смотрите, шелковая уже сидит в гнезде. И никаких там нету яиц. Поклад я не ложила. А я принесла эти яйца. Что значит свежий воздух, что значит природа и открытый выгул. Птица сразу, смотрите, начинает нестись. Ну-ка положим потихонечку здесь рядышком. Я не буду тебя пугать. На. Все, разберешься. Надо тебе яйца, заберет. Все, ухожу. Приду через полчаса, посмотрю, как она яйца забрала.
Индюшка пришла в третий вольер, там, где она жила в прошлом году. И сразу набросилась на кормовую ракушку. А куры не дают, смотрите. Ты смотри, не дает кормовую ракушку ей кушать. А ну отойди. Дай индюшке ракушку. Иди кушай, иди, иди. Не прогоняй. Иди кушай ракушку, иди. Буду стоять, чтобы куры не прогоняли ее. Не пускаю никого сюда. Прорываются прогнать индюшку. Видите, как она хочет ракушку? Взяла корзинку и иду собирать яйца. Воду поставила. Все самое главное сделала. И будем сейчас собирать. Собирать результат труда этих курочек. Так, ну что, будем собирать? Не прыгай. Что у нас в яйцесборниках? Так, покажу вам. Вот так. Уже яйца почти что в гнездах. Это очень опасно. И куры начнут кушать яйца. Огромные есть. Так будет быстрее собирать яйца, поэтому у меня времени, как всегда в обрез времени. Поэтому мне вот так вот быстрее собрать. Я понимаю, вам интересно смотреть, рассматривать яйца, но двумя руками я их соберу быстрее. И заодно покажу вам результат, сколько мои куры снесли яиц за 3 дня. Я приехала в курятник через 3 дня. Ну, может быть, сегодня утром уже кто-то снес яйца. И может быть в день, когда я уехала. А хотя нет, я уехала поздно в прошлый раз. Курочек практически спать уложила, поэтому это яйца точно за 3 дня с четвертинкой сегодняшней. Так. Но зато ни одного яйца не скушали. Сегодня все сухо, отлично. Зато сегодня вообще нету никаких потерь. Ну, за исключением яиц, которые, может быть, курочки снесли под гнездами. И такое может быть. И здесь, смотрите, тоже есть зеленого цвета яйца. Это у меня несет чубатый доминант Чехия, которые в прошлом году были молодыми курочками. То есть им уже 2 года. Все, в этом гнезде собрала. Верхнее гнездо. Ой, здесь 2 яйца за 3 дня. Выносится эта курочка всю зиму, она несется, амрокс. И здесь 4. Все, 2 руками. Очень быстро все это делается. Навести порядки в гнездах. Хотела уже идти в следующий вольер, но здесь же у меня еще одно гнездо. Давайте посмотрим, что тут сразу. Ой-ой-ой. Здесь одно клюнутое яйцо и 2 целеньких. Вот 3 яйца. И это яйцо нужно обязательно сейчас спрятать.
потому что в корзине у меня сразу куры его съедят. Вот здесь положу, потом заберу. Так, сразу здесь наведу порядок. Все делаю очень быстро. В курятнике просто все быстро, потому что времени в обрез. Я приезжаю на несколько часов. Перестилать сегодня не буду. Все отлично, нормально. На улице сухо, соответственно, в курятнике тоже сухо. И на улице тепло. Куры в основном на улице гуляют. И здесь только ночуют. Все, пошли во второй вольер. Это второй вольер. Здесь у меня молодые курочки живут. А это яйца старых кур, которые живут в первом вольере. Здесь мы уже смотрели. Приблизительно картину знаем. Поэтому только быстро собираем. Ну, может быть, еще пару яиц курочки уже донесли. Судя по тому, что здесь никого нет. Забираем. И очень сегодня хочу сюда переселить адлеров серебристых. Переселение кур — это самое мое нелюбимое занятие в курятнике. Потому что смотреть, как куры дерутся, у меня не хватает здоровья и нервов. Но, если помните, то адлером я поселила в прошлый раз петушка Амираукана. И они его так там метелят, так его там обижают, что я думаю, что они здесь не пропадут. И я думаю, что в этом вольере они справятся с соединением с этими курочками. И мне просто жалко. Ой, сколько много здесь, смотрите. Мне просто жалко петушка Амираукана. Поэтому сюда сегодня перенесу адлеров серебристых. Ого, там еще. Вот это да. Красота, сколько яиц. Надеюсь, что переселение сюда курочек не повлияет на яйценоскость. Хотя все может быть. Поэтому не очень люблю я переселение кур с одного вольера в другой, со второго в третий. Нет, это мое самое нелюбимое занятие в курятнике. Еще есть. Молодцы, смотрите сколько. Потеплело, они еще больше стали нестись. Если у вас есть возможность купить таких курочек, обязательно берите, не думайте. Посмотрите, я всю зиму вам показывала яйца. Но для того, чтобы зимой собирать столько яиц от молодых кур, нужно создать им определенные условия. А самое первое условие, это чтобы они жили отдельно от старых кур. И это, возможно, даже является небольшим секретом такой яйценоскости кур, молодых кур зимой. Потому что они живут сами отдельно от старых кур. И третье гнездо. А в третьем гнезде кто-то раздавил яйцо уже. Мы же с вами смотрели, и яйца все были красивые, чистые. Буквально вот это произошло недавно. Вот так. Надо мне, наверное, приезжать и сразу собирать яйца, а потом заниматься всем остальным. Да, видите? Были красивые, сухие, чистые яйца. Просто прямо сейчас, вот в моем присутствии, можно сказать, испортили все яйца.
Буду складывать их отдельно, потому что их нужно сейчас сразу же помыть. Видите, какие они? Вот, одно яйцо. Похвалила вас, похвалила. Рано похвалила. Все испортили. Все яйца испортили. Теперь буду ругать вас. Сразу затихли. Такие чистые, красивые яйца были, когда я приехала. Ужас. Просто ужас, какие стали. Кошмар, какие яйца. Вы это сделали? А я вас расхваливаю. Какие вы молодцы, какие вы несушки. Бессовестные. Ну, я же приехала, вам показывала. Чистейшие, красивые яйца лежали. А теперь смотрите, что. Еще одно. И это пластиковое. Ужасные. Вот это все нужно сейчас сразу же и убрать. Потому что сейчас яйца они продолжают нести. А теперь уже с наступлением тепла будет теплее. И все эти яйца, которые были разбиты в гнездах, это будет приобретать неприятный запах в курятнике. Уберу. И сюда надо принести еще солому. И верхнее гнездо посмотрим. Верхнее сегодня ничего не снесли. Здесь ничего. Все, идем в третий вольер. У меня уже корзина полная. И яйца складывать с третьего вольера уже нет места. Но ничего. Были бы яйца, место найдем. Индюшки все пришли сюда. Там, где они раньше жили, они все это помнят, знают. И очень хочется мне их, знаете, в этот раз здесь и оставить, чтобы они были у себя здесь в вольере. Здесь будет им лучше, чем в теплице. Сейчас тепло, и в теплице для них очень жарко. И, возможно, я их здесь и оставлю. В этом вольере. Ого! Что-то она такая тяжелая, по-моему, тяжелее, чем в прошлый раз. Собираем. Здесь, смотрите. Здесь вот так. 6, 7, 8, 9 упала. 9 упала. И, возможно, еще, да, еще там есть яйца. Сейчас буду открывать. Упали. Это гнезда с дыркой и с яйцесборником. А солома лежит в этих гнездах только для того, чтобы приучить курицу нестись в эти гнезда. Но так как у меня курочки отлично сюда и так несутся, смотрите. Смотрите. Вам видно? Вот так вот попадают яйца в этот яйцесборник. Они падают через вот эту дырку.
которая находится здесь в центре. И здесь точно такая. Но когда куры приучатся нестись в эти гнезда, солому можно будет убрать. И куры по привычке будут сюда продолжать нестись. И яйца будут без проблем падать в дырку и скатываться в яйцесборник. А ну-ка, смотрите. Прозевали, да? Прозевали. Вот так. Еще есть одно. Красота. Белоснежные яйца легорнов. Вы знаете, что курочек у меня достаточное количество. Но я, когда увидела на базаре продаются эти курочки, я осенью не смогла пройти мимо такой курочки-несушки, молодой курочки-несушки. Я вам рассказывала, что я их беру для того, чтобы собирать вот такие белоснежные яйца. Много их не надо, 5 курочек, и всю зиму я вам показывала, как я собираю яйца. Здесь еще одно гнездо. И еще одно гнездо. Ой-ой-ой. А сюда, смотрите, ломан Сэнди и фавероль неслась. Видите? В том гнезде одни легорны. А здесь все остальные. Здесь кремовые яйца ломан Сэнди. И кремовые яйца фавероля одной курочки. И какая-то легорн сюда тоже снесла. Все, у меня падают яйца. У меня падают яйца из корзины. Все, ну больше корзины у меня нет. Где мне брать? Ого! Ой-ой-ой! Падают, падают, падают. Ой. Смотрите. Видите? Есть у меня, конечно, еще больше корзина, но это вообще не знаю. Это очень большая. Смотрите, высокая корзина. Молодцы. И в своих видео я вам всегда показываю, что я делаю в курятнике. И как я содержу своих кур. И даже подселение, расселение кур влияет на яйценоскость. Не только корм, которым мы кормим кур. На яйценоскость влияет очень много других факторов. И все это я показываю в своих видео. И когда я купила курочек легорнов и ломан Сэнди, я вам все показывала, как я определяю, где они даже будут жить. Это тоже очень важно для того, чтобы зимой собирать вот столько яиц. И тот, кто внимательно смотрит мои видео, все это прекрасно знает. Чуть не ушла. И здесь же надо забрать. Сдавайте ваши яйца. Есть? Это очень огромные бройлеры. Не знаю, видео, наверное, не передает. Камера не передает размер. Но они очень-очень большие курочки. Это курочки КОП 500, которые я оставила просто ради интереса. И теперь буду искать яйца. Где-то видела одно, видите? Может быть, где-то в подстилке еще есть. Но я здесь сегодня хочу убрать. Смотрите, что творит эта легорниха. Нет, это ломан Сэнди. Черные перышки, видите? Черные перышки, вот. Это ломан Сэнди. Вот такой характер у этой курицы. Вот весь характер в этом кадре. Буду убирать сегодня подстилку. И, возможно, найду еще яйцо. Но пока одно. И хорошо. Потому что мне даже одно положить некуда.
Если честно, на самом деле я очень рада, что вот такая корзина огромная, и у меня столько много яиц, и что мои курочки так хорошо несутся. Это в первую очередь результат труда и моего, и курочек. Все, выключаю, чтобы мне двумя руками взять корзину и аккуратно нести. И еще яйца у адлеров серебристых. Пойдем заберем. И вот такое творится у адлеров. Видите, что они тут наделали? Они гоняют этого петушка и перевернули ведро с водой. Эту воду я уже принесла им. Пока хожу, думаю. И все-таки я хочу их отсюда переселить. Они такие разбойники, обижают этого петуха, не пропадут там с теми курочками. Видите? Видите, что они творят? 3 дня посидели с петушком. Мне просто жалко петушка. И вместе с тем, уже с приходом весны, этим курочкам пора на солнышко. Пора солнечные лучи увидеть. Заберу яйца, которые они снесли. Получается 6, 7, 8. 8 штук. Забираю. Уже укрупняются. Смотрите, какое крупное. Видите? Обычного размера куриное яйцо. А это курочки молодые. Очень быстро у них укрупнилось яйцо. Ну, а вот это, наверное, 3-й курочки, которая совсем недавно начала нестись. А это уже крупное, обычное яйцо. Быстро у них укрупнились яйца. Отнесу сейчас яйца и буду их переносить в курятник. Надеюсь, все будет хорошо. Несу курочек в вольер. Эти куры впервые видят солнечный свет. Наконец-то. Наконец-то дождались. Прошла зима. Перезимовали. А теперь идем в курятник. Заношу курочек в курятник. Знаю, что это огромный стресс. Все пришли. Все бегут смотреть, кто пришел. Ну давайте, не подведите. Яйца этих курочек будут отличаться по цвету от зеленых и коричневых, поэтому оптимальное решение это подселить их сюда. И так как у них хватало смелости обижать петушка, я думаю, что себя они в обиду здесь не дадут. Но все равно драки будут. И вот эти переселения кур я очень не люблю в курятниках. Желательно переселение кур делать вечером, ночью. Но у меня такой возможности нет. Делаю, когда могу. И еще этих двоих. И посмотрю, если не будет обижать петуха, то пусть живет здесь. Заигрывает еще. Малой. 5 месяцев петушку. Это петушок Амераукана. Ему 5 месяцев. Привыкайте, обживайтесь. Здесь, надеюсь, будет вам хорошо. Пошла проверять уже гнездо. Курочка продвигает яйцо по яйцеводу. Нам кажется, что это звуки, а на самом деле... А на самом деле яйцо идет на выход.
И меня часто спрашивают, чем я кормлю своих кур. Вот такая самая простая зерносмесь. Пшеница, битая кукуруза, пшеница в целом виде. Не дроблю пшеницу, не считаю, что это нужно. Битая кукуруза. Летом это битая, а зимой можно и целую. Но я стараюсь битую давать круглый год. И семечко подсолнуха. Конечно, мои курочки кушают не только зерносмесь, но я еще даю им. Иногда привожу сухари, хлеб сушу и размачиваю в холодной воде. Что-то из остатков со стола мои курочки кушают. Ну и обязательно овощи. Овощи все возможные. Буряк, морковка, вареная картошка и капуста. И обязательно трава летом, а зимой это сено. Больше ничего мои курочки не кушают. Комбикорм курочкам своим я не даю. Комбикорм кушает у меня цыплята до 2 месяцев. То есть вот эта курочка выращена на комбикорме. И, соответственно, потом она продуктивная и хорошо несется. В самом раннем возрасте эти куры получили все необходимые витамины. Все необходимые элементы для формирования яйца, которое она сейчас несет. И вот такая зерносмесь, самая обыкновенная, самая простая у меня в хозяйстве. Больше ничего я не добавляю. Овес, ячмень не добавляю, считаю, что это выброшенные деньги. И любые премиксы тоже считаю, что это выброшенные деньги. Лучше я куплю на эти деньги больше пшеницы, больше кукурузы и семечку подсолнуха. Мои курочки, не подумайте, они не голодные. Это они выбирают семечку подсолнуха. У них полная бункерная кормушка. А семечку они выбирают в первую очередь. И в бункерной кормушке все, что вот здесь подсыпалось в этот отсек, они выбирают сразу семечку подсолнуха. Все, съели всю семечку. Приготовила смесь, буду засыпать в кормушки. И решила показать, потому что очень часто пишут: видео все досмотрела, а чем кормите, так и не увидела. Хотя у меня очень много отдельных видео по составу зерносмеси, по пропорциям, сколько чего я сюда кладу, сколько пшеницы, сколько кукурузы. Есть у меня отдельное видео. И теперь я заполняю бункерные кормушки. И когда я уезжаю, в мое отсутствие, эти кормушки кормят моих курочек. Насыпаю, здесь размешиваю все. И пока меня нет на даче, вот такая кормушка кормит моих кур. Кормушки у меня есть и в помещении, и на улице. При таком содержании кур на расстоянии это, я считаю, необходимый элемент. Кормушка должна быть и на улице, и в помещении курятника. В таких случаях у меня есть вот такое средство. А ну-ка, выходи. Быстро выходи. Нет, ты не будешь здесь нести яйцо. Все, дорога там закрыта. Яйцо неси в гнездо. Давай, в гнездо иди. Все, видите, мостит. Идем, я тебя отнесу в гнездо. Идем?
Ты забыла, где гнезда? Сейчас напомню. А дело в том, что все гнезда заняты. Во всех гнездах кто-то сидит. Хорошо, пойдем в верхнее гнездо. Иди в верхнее гнездо. Здесь всегда тебя ждут. И вот так вот немного сухарей. И понятно, что сухари я даю не каждый день, а только тогда, когда приезжаю. Это один раз в 3-4 дня. Ну и по традиции забираю яйцо амераукана. Неудобно мне там забирать его. Вот такое яйцо. И почему-то одно, за 3 дня одно. И, скорее всего, вот этой курочки коричневой. Вот этой. Но как только я их переведу в курятник, на простор, на улицу, занесутся все сразу. К бройлерам надо почаще заходить. Принесла воду. И есть яйцо. Чистое, свежее. Буду почаще заходить. И каждый раз буду забирать яйцо. Вода у них в чашечных поилках. И сверху стоит бак. Летом очень удобно. Я набираю с помощью шланга. А вот зимой, и еще пока шланг я не подключала, ношу баклажками воду. Так удобнее наливать. Сегодня красный буряк. Буряк тру на крупную терку. Вот так. И обязательно своим курочкам, когда уезжаю, оставляю что-то из овощей. В третьем вольере подготовила место для цыплят амераукана. Все вычистила, закрыла. И в ближайшее время их туда переселю. Гнездо для ломан Сэнди или горнов поставила вот так. Вот так. И так как я сегодня планирую здесь оставить индюшек, не исключено, что сюда полезет какая-то индюшка. Поэтому ящик надо поставить здесь побольше. У меня есть больше ящик специально для индюшек. Пока что вот так вот. Вот так пока будет выглядеть третий вольер. Гоняют этого петушка. Отнесу я его к семейке амерауканов. Там ему было лучше. У бройлеров все перестелила. Убрала полностью всю подстилку. Так я делаю регулярно. И застилаю чистое. И на соломе этим бройлерам легче даже ходить. Это очень хорошая подстилка для взрослой птицы бройлеров. И хорошо собирает помет. Влаги никогда нету повышенной.
все хорошо собирается и передвигаться такая тяжелая птица может спокойно. И сейчас, наверное, будет яйцо. Или здесь будет яйцо, или здесь. Шелковые практически все зашли уже в курятник. Уже вечер, и я буду уезжать. Все на месте. Можно ехать домой. Только надо накрыть гнезда. Уже запачкали. А что ты подсматриваешь? Давай неси яйца. За 3 дня 2 яйца было. Гнезда закрыла. Закрываю. Все курочки зашли. И я могу ехать домой. Все. До новых встреч. Слышите? Уже вечер, курочка несется. Индюшки тоже зашли. Одна вот сидит на газобетоне на улице. Хотела еще сегодня переселить цыплят Амираукана, но решила стоп. Для сегодняшнего дня переселений хватит. Индюшки, адлеры, шелковые. Это слишком. Потому что за всем этим нужно контролировать, следить.